Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня видео специально для вас о том, как я делаю вот из таких вот клюющих ноготков хорошие, красивые, ровные. Как всегда, для себя я наношу гель для рук, жидкие перчатки, клиенту наношу антисептик на руки и начинаю снимать покрытие. Здесь у нас есть небольшие отслойки, клиентка моя немного проходила она где-то недель 5,5, поэтому мы снимаем покрытие фрезой и убираем обязательно все отслойки. Если отслойка большая, я ее убираю не против движения фрезы, а по движению. Итак, пилочкой формируем свободный край, делать будем миндаль, не очень узкий, но и не очень широкий, то есть не овал. И потихонечку подпиливаем, я скругляю и обязательно смотрю, чтобы никакой из краев у нас не провисал. То есть обязательно пилку заводим под ноготок, не перепиливаем точки вроста, это очень важно. Сверху также выравниваю поверхность пилкой. Если вам кажется, кстати, что на этом моменте я нажимаю, то совсем нет, я просто немножечко шлифую и стряхиваю пыль. Далее я беру свою любимую апельсиновую палочку и создаю карман, то есть создаю такой карман, по которому у меня беспрепятственно будет двигаться моя фреза. Сегодня у нас кутикула не очень сложная, поэтому мы будем маникюр выполнять вот такой вот синей фрезой в безреверсной технике. Самое главное в этом случае просто правильно положить фрезу под правильным углом и аккуратненько зачистить птериги и немного приподнять кутикулу. Почему выбрала именно этот способ для наших ноготков? Да потому что у нее птериги не сильно нарастает и кутикулы как таковой не очень много. То есть да, капилляры расположены далеко, поэтому эта кутикула несложная. Поранить такого клиента практически невозможно. И у нее не так уж сильно много нарастает ее, как вы заметили, и ногти-то тоже не сильно растут быстро. Ножнички мои любимые Stalex Pro Expert 20/1. Кто спрашивал, обязательно поищите. Заказала себе еще одни такие же, просто без ума от них. Это самый удобный инструмент за последнее время, который есть в моем арсенале. Как придет мне другие ножнички, обязательно вам покажу их. Постоянно стряхивайте пыль, чтобы видеть, что вы вообще состригаете. Старайтесь удалять кутикулу одной полосочкой, но также не забывайте, если есть какие-то нарастающие отдельные заусенцы, которые вы можете убирать так называемым слайсовым движением. Это когда вы начинаете работать полотном и заканчиваете тоже им. Далее шлифовщиком достаточно мягким я шлифую кутикулу. Шлифую я также на форварде. Это форвард, если кто не знает, это на этом же режиме мы снимаем с вами гель-лак. Посмотрите, если у вас есть какие-то заусенчики, то можно их либо срезать, либо также зашлифовать. Эту шлифовку я делаю после своей стандартной шлифовки, которой я шлифую кутикулу. В общем-то, здесь ничего сложного нет, но это выполнять обязательно. И только тогда кожа вашего клиента будет смотреться так, как будто бы ее помазали маслом. Вот, в принципе, такие ручки у нас получились. Наш скрученный ноготок никуда не делся, он все так же клюет, поэтому сегодня мы обязательно будем его выравнивать. Покажу самый быстрый способ, которым пользуюсь я. Этот способ подойдет абсолютно всем, абсолютно любым ногтям, квадратным, овальным, миндальным, неважно. В общем, хорошенько, самое главное, убрать пыль, и можно уже приступать. В качестве подложки под наше гелевое крепление будем наносить базу Rocknail Classic. Она пластичная и хорошо подходит в качестве подложки. Сначала я смачиваю полностью кисть. Мы не должны наплюхивать материал. Мы должны наносить его тонким втирающим слоем. То есть он просто у нас для адгезии, для того, чтобы наш гель лучше сцепился и было минимальное количество отслоек в будущем. Втирающим движением наносим на каждый ноготок, обязательно под кутикулу. Даже если гель мы не наносим под кутикулу, то именно этот слой базы у нас должен выполниться под кутикулу. Кстати, многие очень меня ругают за то, что я говорю какие-то слова неправильные, но хочу вам сказать, что записывать звук видео не так уж и просто, и зачастую я, если честно, просто волнуюсь, хотя веду YouTube канал уже более 2 лет. В общем, поймите и простите.
Очень люблю своих подписчиков. Будем использовать гель вот такой Dreamline от Patrice Nail. Кстати, все товары, которые я использую в данном видео, я заказывала на сайте InCosmetics. Ссылочку обязательно оставлю в описании под видео. И 26 ноября на Patrice у нас действует акция 3+1 на все гель-лаки, базы и топы. Ну а мы снимаем липкий слой с базы. Я снимаю, потому что у меня совершенно два разных материала. Точнее, совершенно двух разных фирм, чтобы не было никаких конфликтов покрытия, лучше все-таки снять липкий слой. Ставлю капельку геля, и вы уже видите его примерную консистенцию, то есть он такой густенький, но он хорошо самовыравнивается, поэтому проблем в работе у новичка особенно с ним вообще не должно возникнуть. Единственное, что прям совсем без опила его положить получится у вас не с первого раза, поэтому нужно будет приноровиться. Смотрите, обтираем кисточку со всех сторон и набираем такой небольшой шарик на самый-самый край. То есть у нас весь материал только с одной стороны. И просто вот таким движением обтираем о торец. Хочу вам разъяснить, что уже весь гель у нас просушен. На соседней ручке делаем то же самое. Это и будет поднятие нашего клюющего ноготка. Кто-то использует полигель, акригель, кто как называет. Я же в гелевом укреплении люблю также использовать гель. Зачем мне лишние материалы, лишние банки на столе, если можно просто взять гель, вот так вот обтереть его о торец и просто потом опилить пилочкой. Изначально мы задаем форму свободному краю и выпиливаем все снизу, и только потом мы подпиливаем сверху. Если вы начнете сначала пилить сверху, то всего скорее вы сделаете такой же клюющий ноготь. В общем, все остальное, все лишнее мы просто выпиливаем фрезой. Видите, какая толщина у нас здесь образовалась, поэтому мы берем фрезу и просто гель лишний мы подпиливаем. Если клиент будет против, будет брыкаться, я знаю, что есть такие клиенты, которые не любят выпиливать свой ноготок, то просто покажите, что это не очень-то красиво. Вот такой вот цвет сегодня с вами используем от Rock Nail. Нежный, лавандовый, очень красивый. Сверху будем наносить Гратол Опал номер 01. И хочу сказать, что это удивительный гель-лак. Я хожу сейчас с дизайном. Есть, кстати, это видео на моем канале. Посмотрите обязательно, если вы еще не смотрели. Этот гель-лак смотрится очень красиво на всех светлых оттенках. На темных оттенках он почему-то смотрится не так. В общем, наносите на светлые цвета и будет вам счастье. Вот так вот он выглядит. Топ Monami Super Shine. Без липкого слоя, с хорошим глянцем, прекрасной консистенцией. Им можно и выровнять, и в то же время он не густой, хорошо работает. Не скукоживается от краев. В общем, вот такой вот результат. Здесь у меня еще пыль, нужно будет обязательно ее подчистить. Сделаем так все ноготочки и переходим к нашему дизайну. Сегодня будем рисовать милого-милого мишку. Ну, наверное, вы уже видели все на заставке. Хочу показать, что сложные рисунки выполняются абсолютно просто. Сначала мы рисуем голову нашему медведю. Присоединяем два маленьких ушка ему. И этот этап мы просушиваем. Далее прорисовываем лапку. Объясню, для чего просушиваем. Когда вы просушиваете такие этапы, вы видите, где стык гель-лака, хотя даже если цвет один в один. Просушили лапы, рисуем тело. Также предыдущие лапы мы просушили обязательно, чтобы мы видели стык, видели, где нам расставлять тени. И нарисовали ножки. Далее берем коричневый гель-лак, который мы смешали с топом, и расставляем самые-самые светлые тени. Растушевали все это. Далее просушили, и теперь черным смешиваем с топом, уже более затемняем. Просушили и делаем тоненькую-тоненькую обводочку. Все абсолютно просто. Каждый такой дизайн я выполняю просто по методу срисовывания. То есть я открываю дизайн на телефоне и начинаю срисовывать с картинки. Вы можете попытаться нарисовать так же, как и я, то есть рисовать вместе со мной. Просто следите за движениями, ничего на самом деле в этом сложного нет. Хочу только лишь пояснить, что тонкие линии нужно прорабатывать все-таки гель-краской, а не гель-лаком. Какой бы гель-лак не был высокопигментированный, он течет.
Я уже не первый раз это замечаю, что лучше гель-краски все равно ничего нет. В этом видео я работаю гель-краской от Artex. Обводим нашего мишку, ничего сложного. Кисть, кстати, Striper от Юлии Белей. Очень крутая, ведет хорошие тонкие линии. Не забываем делать нашему мишке милые розовые щечки. Смотрите, я поставила белой гель-красочкой, блик на носике. До этого я сделала белым гель-лаком, у меня все растеклось, поэтому я все переделывала. Вот такой вот результат у нас получился. Если видео было вам полезным и вам понравился маникюр, который я выполнила, и понравилось преображение, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!